Добро пожаловать в гости, с вами Валентина Никита. Новая интересная работа. Нам понадобится ткань, любая основа. Подойдет, старенькая, непригодная, она будет закрыта. В качестве клеевой буду использовать флизелин, но подойдет и паутинка. Моя задача примерно вот из таких крохотных обрезков превратить в красоту. В своей работе я буду использовать клей-карандаш, любой, и паутинку. На досуге я производила ревизию в своих обрезках. Много что повыкидывала, но и также подготовила ткани для своей работы. Из непригодных лоскутов, которые просятся на помойку, они превращаются в раму, в обои, в карниз. Синяя обрезка превратилась в вечернее небо. Сделала большую оконную раму, повесила шторы, отделав кружевами. Выкладывая рисунок из лоскутов, в процессе работы может все меняться. Поэтому я сразу не фиксирую на клей-карандаш. Но когда я уже определюсь, что да, это будет на этом месте, я обязательно приклеиваю. Взяла небольшую полоску коричневой ткани и сделала карниз. Я его хотела сделать резным, но потом передумала. Под шторы положила паутинку. Когда проутюжите, она приклеится к нижней ткани и зафиксируется верхняя. Достаточно небольшого кусочка паутинки. А это отдельная полоска. Это низ рамы. Раму, конечно, можно сделать, сразу вырезать целую. Спешить никуда не надо. Поочередно выкладывайте рисунок сверху вниз. Положила небольшой кусочек паутинки, и это будет у меня подоконник. Ткань на подоконник взяла с другим оттенком, но здесь она сливается. В такие работы идет любая ткань, любой фактуры. Тонкая, плотная. Если вы делаете, например, декоративную подушку, и вы будете это стирать, обязательно проверьте, чтобы ваши лоскуточки не окрашивались, потому что одной тканью можно испортить всю работу. Взяла прямоугольник и на него наложила каркас шкафчика. А в шкаф можно поставить посуду, книги, вазу с цветами, телевизор, смотря какой век. Над шкафом, чтобы не было пустого места, можно повесить часы с кукушкой. Сделать имитацию цепи и шишки повесить. Будут как настоящие. Книги я поставила разноцветный шкаф, чтобы было видно игра цвета. Ширина книг примерно 4 мм, ну и высота соответствующая под вашу полку. А это мои главные герои. Я вырезала одежду, а потом подложила голову. Шею делаете немного подлиннее, чтобы она заправилась в одежду. Вырезанное лицо можно вышить до выкладывания вашей работы. Глаза, рот, нос, но я всегда делаю после. Когда делаете прическу, голова должна быть чуть больше контура вашей прически, чтобы вы без труда могли наложить прическу, волосы, и у вас ничего не выглядывало. Мало ли куда тут что-то съедет. А прическу я делаю. Я голову накладываю на лоскуток ткани под волосы и вырезаю кудряшки, пучок или что-то такое. А потом вырезаю середину под голову. А это накрывается праздничный стол. На столе может быть все, что угодно, как у вас будет играть фантазия. Вот такие вазы, кувшины, горшочки я сделала. Конечно, можно было бы поставить одинаковый красивый какой-нибудь гжельский сервиз, но у меня все по-простому. Люди не богатые, но то, что есть, все на стол. Когда я делаю такие картины, я не могу сосредоточиться на одном и том же месте. Меня швыряет то в одну, то в другую сторону. Вот начала накрывать стол, тут же переключилась я на окно. Вырезала горшки, посадила цветы. Все креплю на клей-карандаш. На столе будут стоять свечи. Это подсвечник. И сделала свечу. Простой прямоугольник светлого цвета и огонек желтого. Вот так потихоньку заполняется скатерть плюшками, ватрушками, посудой. Чтоб не было мрачно и совсем нищеты, я добавляю фрукты, овощи. Но опять же цвет я беру, чтобы он выделялся, контрастный. Это плюшки, обыкновенные коричневые кружочки, и в середину приклеила белые кружки. Вот тебе и плюшка. Ватрушка. Помидоры, огурцы, яблоки, груши, лук зеленый. Добавляйте разных цветов, и смотрится это просто отлично. Уважаемые мои зрители, не забывайте заходить ко мне в гости. А если вы впервые, то загляните в плейлисты. Вы найдете для себя много что интересного.
Это плейлист «Текстильная пицца». Там очень много разных работ. И также подписывайтесь. Это мама семейства. Пышное платье, и причем она беременна, ждет ребенка. Приклеила голову и сделала прическу. Такой пучок из черной ткани. Руку вырезала отдельно. Контуры прошью темной ниткой, чтобы выделить, что это рука, а в руку я ей дам хлебушек на красной тарелке. Сначала мысль была сделать ей утку в тарелку, но потом думаю, ну что ж я буду вырезать ноги какие-то, утку, если я не умею. Сделала хлеб. У меня планировалось из коричневой ткани, это будут обои, а пол будет другим цветом. Но в процессе работы так получилось, я продлила обои, и у меня все слилось. Напоследок была мысль сделать полосатый коврик, как в деревнях, но, если честно, не захотелось возиться. Даже и не знаю, как распределять его горизонтально или вертикально. Все оставила как есть. На стол разместила вазу. Это колосья. Но я заглупила. Когда я делала стежку, я сделала желтыми нитками, причем тщательно сделала как зернышки. Но потом посмотрела издалека на картину, этот желтый цвет, он просто сливался. Пришлось мне зернышки выделить коричневым цветом. Хозяину семейства я удлинила кофту, сделала пояс, брюки и поставила стул. Левый нижний угол, он пустой. Я разместила там животное. Собака или кошка будет, не знаю, но в итоге получилась кошка. Картина полностью выложена. Пробегаемся взглядом, все ли в порядке, может что-то добавить. Когда я оставляю работу на столе, я всегда ее прикрываю. У меня было несколько раз, когда я приходила, она или свалена, у меня кошка, или просто она на ней спит. Верхнюю часть работы закрываем или фатином, или органзой. Любая прозрачная ткань. Фатин и органза боится утюга, поэтому я утюжу через мокрую марлю, отпаривая. Тем самым ваш слой ткани становится намного тоньше, все приклеивается к паутинке и разглаживаются все ваши герои. После отпаривания все фиксирую булавками, несмотря на то, что все приклеено. Фиксирую булавками, сразу стараюсь зафиксировать сразу 3 картинки, 3 цвета ткани, например, кувшин, яблоки и одежду. Это лапка для свободного хода, потому что стежку я буду делать на свободном ходу. После готовой работы заднюю часть я все обрезаю нитки. Я не боюсь, потому что вначале я делала закрепку. После каждого эпизода я нить не отрезала, а ее просто перетягивала. Вот такая красота у меня получилась. Как получилось, так получилось. Я когда все прошила, я ее отутюжила хорошо через мокрую марлю, выровняла с помощью линейки. Специально отрезать не стала, потому что, чтобы вы видели, что край будет неровный. Прикладывайте линейку, чертите черту, а потом все лишнее отрезается. Если вам нужен конкретно определенный размер, прибавьте сантиметра 3 в ширину и высоту, потому что стежка дает усадку. Вы еще будете подравнивать работу. Начинала прошивать я с фона на свободном ходу. Взяла коричневую нить, светло-коричневую, но так, чтобы она не сливалась с моими обоями. Как вы заметили, я здесь повесила картину, чтобы не было пустого угла. А шкаф я сместила чуть ниже. Вот киска. Сделала усы, глазки, ротик. Вот обратите внимание на цветы. Вот кактус, да, сделала колючки и сделала вот такие прожилки, как есть у кактуса. Тещин язык. Также пустила намного темнее нитку. И посмотрите, как это все выглядит. Что-то проходило по контуру, что-то прям частенько прошивала обыкновенной строчкой. Зигзага у меня в этой работе абсолютно нет. Вот свечка, да, посмотрите, как она выделилась. Взяла контур потемнее, и она заиграла по-другому. Сюда можно добавить немного красной нити, чтобы был виден огонек. Плюшки, ватрушки. Сделала на вазочках, кувшинчиках, горшках вот такую декоративную строчку, как бы выделив. Это очень прекрасно, что семья собралась поздним вечером за такой праздничный стол. Все скромно, но со вкусом. Нет картошки в мундирах, правда, но зато есть свежеиспеченный хлеб, ватрушки, плюшки.
Сапоги у мамы, у женщины. Прошлась по контуру, выделила каблук. Но также я сделала и шнурки. Может быть, вам видно. Шкафчик я прошила по контуру внутри и снаружи светло-коричневой ниткой. Я также прошила и книжки. Сделала здесь надпись, ну, как будто тут что-то написано, сказки, поэмы, стихи. Начиная строчку другой нитью, обязательно начало вы делаете закрепку, потом все прошиваете. Я часто не меняю нить, я делаю по цветам. Есть у меня белый цвет, и я прошиваю, что нужно белым. Меняю, допустим, на темную нить, прошиваю эту нитью, что нужно прошить. Но если у вас белая нить в катушке, то желательно белую нить имейте в шпульке. Не обязательно белую. Вот, допустим, белая шпулька подходит под голубой цвет, под красный. Смотрите, чтобы она только у вас не выбивалась снизу. Под темную катушку желательно темную шпульку. Но здесь у меня все прошито белой нитью. Мне осталось отрезать излишки, пройтись на оверлоке. Можно вставить в рамку, можно сделать декоративную подушку. Можно сделать из такой работы какой-нибудь блок. Сама картина перед тем, как делать стежку, в основном на клее канцелярском, да, обыкновенный клей-карандаш, и прошивается очень легко. Вы просто шьете и шьете, шьете и шьете, не надо бояться. Нить желательно иметь полиэстер у меня, что в катушке, что в шпульке, чтобы она была одинакового качества. И это вы избежите многих таких нюансов, как что-то где-то выбивает, что-то где-то рвет. Такие работы мы называем текстильная пицца, арт-полотно, ну, разные квилты. Если у вас не работает фантазия, вы можете рисунок взять, в Яндекс.Картинке набираете в поисковике нужную тему, и вам повыскакивает много-много. Это моя работа, да? Вот что я взяла с интернета. Я очень долго хотела ее сделать, но все боялась и не решалась. И тут чудо совершилось. И вот буквально 2 дня, ну и опять же в день там по 3 часа, я это все сделала. Как вы видите, я добавила маму, да, я сделала книжную полку, картину. Здесь ничего такого нету. Немного у меня по-другому окно, ну также звезды, да, тут дождик идет, облака. В этой работе я добавила свое. Как вы видите, одежду я копировала. Я людей всегда копирую, ну, через копирку на ткань перевожу. Скопировала только одежду и вот и головы. Остальное я все делала сама. Ничего больше не копировала, ни судочки, ни горшочки. Работа получилась достаточно яркая, интересная, милая. Меня она очень радует. А вас вы обязательно пишите в комментариях. Кто на моем канале впервые, заходите плейлисты, прогуляйтесь, посмотрите, вы найдете много что интересного. Этот плейлист называется «Лоскутное шитье» или «Текстильная пицца». Буду рада комментариям, новым гостям и новым подписчикам. Мои ненужные обрезки, которые просились на помойку, превратились вот в такой красивый шедевр. На этом все. Пока-пока. Увидимся с вами в новом видео. С вами была Валентина Никита.